Друзья мои, всем здравствуйте! Вы на канале Мой Мир, с вами Наталья. Дорогие мои, я вас благодарю за все, что вы делаете для меня. И желаю, пусть вам вернется в 1000 раз больше, чем желаете вы мне. Милые мои, хорошие, давайте сегодня посмотрим расклад, как пройдут выходные дни. В каких энергиях, чего ждать, чего опасаться, чего не делать и что нам нужно будет сделать. Какой вывод вообще для нас в эти выходные. Давайте посмотрим общие энергии, как пройдут эти выходные. Вы знаете, пройдут энергии выходных дней такие: соблюдение баланса. Соблюдение баланса, причем во всем. Для кого-то баланс работы, отдыха, да, для кого-то растрата финансов либо сбережения, для кого-то прекрасное времяпровождение или отдых. Вот здесь такие энергии идут балансом. Соблюдать баланс — это самое важное, что вам надо помнить на эти выходные. Давайте посмотрим личную сферу, что здесь. На личную сферу в выходные дни выпадает у нас девятка пентаклей. Карта говорит о том, что вы будете довольны тем, что будет происходить. Вы будете позитивно настроены. Вы будете, знаете, кто-то может быть любить себя в том плане, что баловать себя массажем каким-то, да, или какими-то спа-процедурами, по магазинам. То есть это такое время, когда вы будете предоставлены себе любимой и довольны будете этим моментом. И будете великолепно себя чувствовать. Это то, что касается личных отношений. Еще здесь в личных отношениях на выходные дни, знаете, как будто вы будете строить какую-то перспективу, да. Но эта перспектива для вас кажется такая радужная, такая красивая, такая легко дающаяся. То есть вот, ну что мне сделать, да, я там поднялась, пошла и все готово. Или поднялся, пошел и все готово. Но здесь идет информация такая, что вы сами себя обманываете, понимаете? Вы не продумали всего того, что может быть в последствиях от этой ситуации, а нарисовали себе такую красивую картинку и уже чувствуете себя там победителем, и уже чувствуете, что вы там уже просто одержали победу. Давайте посмотрим, что вам сделать для того, чтобы вот эта ситуация, да, не образовалась какими-то плачевными последствиями. В этом случае вам нужно, знаете, как не делать лишнего, не говорить лишнего, не брать на себя лишнего. Что-то, то, чего недостаточно, вам как-то, понимаете, вот вам надо держать вот эту меру и соблюдать баланс, дабы не попасть в какую-то критичную ситуацию. Давайте посмотрим, давайте финансы посмотрим. Ну, финансы вы попридержите не на этой неделе, на этих выходных. Как-то вам не захочется куда-то идти, что-то там тратить. Как-то хочется немножко скопить. Где-то, может быть, знаете, у кого-то хочется там занять у мамы. Не занять, а попросить там, возможно, у мамы, либо у старшего поколения. Либо как-то вот так кому-то сами дадут эти денежки, понимаете? Вот такой момент. Здесь очень много идет такой информации, что... а кто-то будет у родственников дома, да, то есть вот как-то как студенты, вот такая идет информация. И здесь вполне велика вероятность, что родители все-таки будут давать эти денежки вам, потому что выпала карта императора и королева пентаклей. Причем здесь, знаете, как в семье динамика, да, что заведует деньгами мама. Папа такой строгий, такой весь, ну, его слушают, его прислушиваются к его мнению, но все финансы у нас, как известно, у королевы пентаклей. Вот такая вот история по финансам у нас. Давайте посмотрим, чего вам опасаться на эти выходные. Смотрите, в чем опасность этих выходных для вас? Здесь такой момент, что вы можете необдуманно, ну, как сказать, совершить какой-то поступок, о котором потом вы все-таки будете жалеть. И здесь, знаете, как вот такая ситуация проигрывается, что здесь
либо с матерью проблемы будут потом, да, как бы вот из-за этой ситуации, либо с женой. У кого-то вот такой тоже может быть момент. Ну, ситуация, знаете, как вот какого-то резкого то ли высказывания, то ли резкого какого-то действия. То есть, ну, такое вот необдуманное, да, то есть сделал, не подумал, а в итоге получаешь вот такие вот плачевные какие-то последствия. И здесь вам рекомендуется во всем соблюдать меру. То есть, знаете как, не употреблять лишнего алкоголя, не там, не вести себя буйно, да, не агрессировать, не манипулировать. Ну, как-то вот, я же не зря говорю, что выходные проходят под грифом баланса. Очень тяжело, конечно, держать баланс, когда накален, когда нервы на пределе, но тем не менее, здесь вот такой совет для вас, что будьте, пожалуйста, внимательны, потому что может ситуация разыграться совершенно не в том формате, в котором вам хочется. Давайте посмотрим, что случится, если вы все-таки начнете вот пылить, да, начнете выяснять отношения, начнете спорить. Здесь вы уйдете просто в отстранение, лишитесь какой-то поддержки. Здесь, знаете, как... И такой момент еще, что это месяца 2, как точно продлится такая ситуация. И что будет, если вы не пойдете в эту конфронтацию, а все-таки примите меры, да, по ее удалению, хочется так сказать. Здесь будет ситуация того, что вы все-таки свой какой-то вклад в то, что вы давно делали, да, вы еще одну копилочку туда положили. То есть, если вы были там под какой-то, возможно, поддержкой, да, вашего старшего поколения, или, возможно, там за вас кто-то где-то поручился, то есть вот этот момент стабильности какой-то, он сохранится. То есть никаких таких резких перемен нет. Давайте посмотрим, что вас порадует на эти выходные. Для кого-то, знаете, будет встреча с каким-то старым другом, возможно, может быть, где-то учились вместе, да, может быть, работали. Ну, какой-то человек, которого вы знаете, с которым вы проводили много времени вместе. И это может быть человек, знаете, как по работе. Ну, ты же сказал, с которым работали, да, вот тут как-то и деньги завязаны. То есть, либо, может, должник какой-то встретиться. Ну, такая энергия идет теплая, идет такая позитивная, то есть никакого такого скандала, ничего здесь не будет. Это то, что вас порадует. Что вас еще порадует? Здесь для вас может объявиться какой-то человек из прошлого, захочет вам что-то объяснить, что-то рассказать, и, возможно, вас куда-то пригласить, знаете, как на какое-то увеселительное, не увеселительное даже мероприятие, а больше такое, знаете, культурно-массовое, да, в ком мероприятие, да, в котором есть определенный круг людей. То есть туда, как знаете, вход VIP-персоны вот такой почему-то идет. То есть туда простому человеку просто так не зайти. Туда, возможно, ну, я не знаю, что за мероприятие. И этот человек, конечно, вас туда... Возможно, это даже вот этот человек с вашего прошлого. Давайте посмотрим, он это или нет. Нет, это человек, с которым вы разорвали отношения когда-то. И понимаете, как вот... Ну, без момента восстановления. То есть это не так, что там разошлись, опять сошлись, а это такой человек, с которым вы уже четко поставили точку в отношениях. Вот этот человек вас пригласит на какое-то мероприятие. Чем для вас хорошим обернется это мероприятие? Ну, это вас порадует. Вы как будто, знаете, закроете свой гештальт, как будто вы решите уже все вопросы, которые были нерешенные, вы в конце концов договоритесь, да, вы будете чувствовать себя победителем, вы поймете, что вы закрыли наконец-то все. То есть для вас это обернется такой легкостью, такой приятным времяпровождением, вы будете чувствовать позитив, вы будете настроены на диалог, да, вы много каких вопросов закроете. То есть для вас это вполне... Ну, классное время, вы будете чувствовать себя вполне классно. Какие подводные камни у этого есть события? У этого события камни подводные только в том, что этот человек захочет за вас бороться. Он будет вам что-то говорить там, что, ну, как пример, да, вернись назад, давай начнем все сначала, все уже хорошо было. И вот здесь, а стоит ли вам на это вообще поддаться? Ну, знаете, здесь вот по этой ситуации, да, я спросила, стоит ли вам как бы даже рассмотреть эту ситуацию. Здесь такой момент, что в этой ситуации вы просто поймете, кто он есть на самом деле. То есть, понимаете, возможно, какие-то слова будет говорить такие, которые,
в параллели с прошлыми событиями, просто вы оцените и поймете искренность человека и поймете вообще, что он хочет. Но здесь, как бы, понимаете, перспектива есть в этом во всем. Но здесь такой момент, даже, знаете, как серьезности какой-то в отношениях, если вы все-таки, ну, пара молодая, да, которая встречается и решили там потом как-то расстаться, да, по какой-то причине там чего-то не сложилось, то здесь велика вероятность того, что будет какой-то такой момент даже заключения брака. Но это как перспективу. Ну да, может быть, возможно, какое-то новое начало. И что это начало вам принесет? Ну, по первых порах принесет оно вам только, знаете, как вымотанную ситуацию, неважно, вы себя чувствуете и как-то ничего не хотите, и хотите вообще побыть одной. Будет очень напряженная ситуация, это по первости, да, то есть как бы будете в сопротивлении идти. А вообще давайте на перспективу посмотрим. Нет, на перспективу все-таки, это, знаете, это какой-то обман, потому что на перспективу все-таки идет разбитое сердце. То есть человек вас обратно разочарует, хотя как бы он там красивыми словами не говорил. То есть вот этот момент, когда вы сходили на мероприятие, да, и закрыли эти вопросы, вот здесь на этом ставьте точку. Потому что дальше, как говорится, дальше в лес больше дров, поэтому туда идти не надо. Так, что еще я хотела спросить на эти выходные? Давайте спросим для вас совет. Так, в личных отношениях посмотрели, рабочие нам моменты. Ну, давайте глянем рабочие, может быть, кто-то и работает. Да, то, что как-то мы так личное глянули, а рабочее. Давайте посмотрим рабочий момент, что здесь. Здесь у кого-то выпадет очень большая возможность подзаработать. Возможно, знаете, как какой-то, как подработка, либо кто-то предложит серьезную работу с дальнейшими перспективами, причем такая, ну, знаете, как подарок с небес для вас эта работа будет. То есть вы даже и не думали, и не гадали, а тут вот такое предложение, которое бери да делай. Что хорошего вам принесет эта работа? Она вам принесет новое направление. То есть если вы там что-то думали поменять, да, или, возможно, это в какой-то вашей сфере эта работа, то здесь есть большая вероятность выйти на новый уровень. Чем она вас может разочаровать? Но здесь как-то очень такой влиятельный человек, который вам предложит эту работу, да, и у вас здесь выходит в разочарование, что вы можете, ну, как бы прошляпить этот выбор, да, вот эту ситуацию с предложением, и с этим человеком как-то накаляться отношения у вас, такое может быть. Что после накала отношений? Здесь как-то, знаете, все пойдет по накатанной, по кругу. Возможно, вы до этого не особо общались. И что после выбора пути? После выбора пути, вы знаете, вы празднуете какую-то свою победу, вы довольны тем, что у вас есть. У вас какие-то прекрасные горизонты, денег, но тоже достаточно. И вы, самое главное, что здесь, понимаете, вы в этом процессе, да, вот в котором новом направлении, вы узнаете глубину и суть этого направления. Давайте посмотрим, что вас огорчит в рабочих моментах. Вас огорчит в рабочих моментах то, что у вас как-то все застопорится, будет какая-то тишина, какого-то, знаете, как будто нет какого-то продвижения. И вы здесь как будто на выборе стоите, да, что же делать дальше. Это то, что вас может разочаровать. Да, и уже здесь такое эмоциональное состояние, знаете, когда уже ничего не хочется, уже ничего не надо, уже депрессия, уже даже какие-то моменты. Здесь в депрессию, смотрите, долго не уходите, потому что это чревато повторением какой-то ситуации. Вот здесь это в негативном смысле, да, что плохого вам принесет. Не то, что плохое, что негативное для вас может быть на эти выходные в рабочем моменте. Здесь, если вы очень сильно расстроены по тому поводу, что вот сейчас нету никакого движения, здесь, пожалуйста, не уходите в депрессию, потому что можете вернуться обратно в точку А, где было уже плохо. А выбор, на каком выборе вы стоите, что он вам принесет? Пока вы еще не знаете, понимаете, вы как-то вот выбираете и то, и это, и все вам как-то не по душе, и все не то, и вроде уже выбрал, и вроде недоволен, как-то у вас вот такая ситуация непонятная с выбором. Хорошо, давайте посмотрим, что здесь по совету в выборе. По совету в выборе вам просто надо пойти где-то отвлечься, чтобы эту ситуацию как-то немножко отпустить, и вот тогда все станет на свои места. Давайте вот так. Это мы что посмотрели? Личное мы посмотрели рабочие отношения.
Что обрадует, что? Ну, давайте совет вытащим. Давайте вытащим совет. Совет, смотрите, совет от карт Таро здесь такой на ближайшие выходные дни, что любая возможность, которая приходит в вашу жизнь, помните о том, что эта возможность вам предназначена судьбой. Это не просто так. И здесь еще такой момент, что использовав эту возможность, вы, ну, знаете как, сейчас сформулирую правильно, как это сказать. Жизнь ваша после этого принятия этого предложения может повернуться в разный ракурс. То есть, возможно, даже не так, как вы планировали. Для кого-то это будет большая возможность зарабатывать деньги, да, трудиться усердно, а для кого-то будет разочарование. Поэтому вот здесь такой расклад у меня получился.